Всем зи, дамы и господа, вы на канале Благородных Сэров, это Сэр Холмс и Моровинд. И мы все еще находимся в Акаморе, напоминаю, что это континентальная часть Моровинда, дополнение Tamriel Rebuild. Что я здесь делаю? Вернулся в гильдию магов подготовиться к путешествию дальнейшему. Приобрел пару зелий на всякий случай, излечение паралича и излечение этих отравлений. Потому что мы идем сейчас драться с Дридреа, или как их правильно там. В общем, Дедра-пауки, которых замечали множество раз в этой местности. Угу. Низкий FPS в этом городе. Ну, тут много всего понапихано, и кроме того, текстурки у меня тут улучшены. Так что да. Лагать оно так и должно, пожалуй, что. Вот, вроде как куда-то туда надо идти. Я тут еще немного повысил уровень, 24-й. Была возможность подучиться алхимии и иллюзии в гильдии магов. Немного потратился, и теперь у нас 24-й уровень. По крайней мере, если я получу... Ну, вряд ли теперь я, наверное, получу... Так, а что-то я куда-то не туда, по-моему, зашел. Я думал, сюда надо идти, а это вообще... путь какой-то отдельно стоящий хижине. Ага. Надо было помыться перед тем, как идти домой. Что? Так, интересно, а что это я тут за домишко такой нашел? Кто это тут такой живет у нас? Так, кузнечный молот. Так, ты кто? Сироган. Я скромный фермер, который живет на окраине Акаморы. Место не очень такое экстравагантное на мой вкус, но я обычно только хожу в город, чтобы продавать мой соленый рис и покупать, что мне нужно. А Дридреа тут нет у тебя? Дридреа, да. Дридреа. Не, ничего нового он не говорит про это. Так, имперец бара Килайус. Я его, по-моему, так и не видел. Не встретил. Ну, черт с ним, ладно. Ну, ферма симпатичная у тебя, но я не сюда хотел вообще-то. Черт возьми. Мы с вами закончили... Так, кстати, это что? А, нет у тебя цусимских цветов тут, а? Не. Рогатых лилий сколько угодно, а цусимских цветов нет. Ну, кстати, да, смотрите, реально рогатый, да, как будто он. Рога торчат из... Как это называется? Цветоложа, не знаю. Да, вот такие вот просвечивающие камни из-за конфликта модов. Есть тут небольшой конфликт. Да, надо возвращаться, в общем, к тому как раз месту, на котором мы закончили в тот раз. Ну, это быстро, я сейчас включусь. Вот здесь неплохие такие живописные места на выходе из Акаморы. Кстати, интересная весьма, да, конструкция у города. Вот у нас дорога идет откуда-то, да, из пустоши, скажем, из диких мест. И сразу упирается в мост, который идет к центральной части, к центральной скале. И проходит сразу над вот этими всякими периферийными домами и гильдиями, особняками. Необычный город. Ну и, пожалуй, оборонять его весьма удобно. Отряд туда, отряд сюда, и все подходы к городу заблокированы. Вот, еще здесь какой-то проход есть. Вон, башня виднеется отсюда. Ну, не факт, что этот проход вообще ведет туда. Хотя я хотел там полазить. Там такие интересные канатные дороги были. Давайте сходим. Я вообще, конечно, не сюда хотел, а уже идти делать задание, но... Тут тоже все интересно. О! Кто-то тут у нас несчастливый валяется. Корнелиус Леандер. Да, он выглядит не очень довольным. Ух, такая черная крыса. Дружелюбная, между прочим.
Так, имперский стальной болт. Имперская сабля. Ну, не очень у него тут снаряга, и вообще ничего интересного у него тут нет особо. Рядом с ним тоже ничего не лежит. Ладно, понятно. Мне интересно, это есть... ну да, это мы вернулись, получается, сюда. Вот даже тут есть какие-то ступеньки в скале выскобленные. Вот вспомнились мне эти места интересные. С навесными мостиками. Попробую до них добраться. Куда они приведут, интересно. А вон, видите, навесной мост. Ну, я даже не знаю, отсюда можно ли туда спрыгнуть. Так-то с левитацией все можно, но... Есть ли тут какой-то официальный путь туда, так скажем? Да, вон, видите, что тут? Вообще до этих камней можно было бы допрыгнуть. Ага, ну это просто нас приведет к этому мосту. А куда это у нас? На север, да, дорога? На север я вообще не хотел, но это же все интересно. Давайте попробуем. Так, что у меня за амулет очарования какого-то? Так, а где там мои вот всякие левитации? Так, нет, эти зелья я приберегу, а есть какие-нибудь попроще? Вот, и даже зелье перышко перекупил себе. На случай, если... Ну, вот это вот крутое зелье, да? Но надо было его оставить в хаосе Кая. И, кстати, у меня открылось второе свойство уже у ингредиентов. То, что алхимию до 30 поднял обучением. Так, ладно. Нету, значит. Тогда мне нужен амулет. Или что там? Кольцо левитации было у меня. Оно, наверное, на мне. Да, вот оно. Кольцо левитации. Полетели. Ух. Опасненько, опасненько, да? Так-то. О, так тут можно было подняться вон. Так-то. Да и тут, пожалуй, тоже. Ой. О, скальный наездник застрял прямо тут у нас. Забавен сей факт. Вот что неплохо сделано, что тут... Я, по-моему, ни разу не встречал... Ой-ой-ой. Больных или прокаженных существ. Ну, потому что действительно, зачем им тут быть? Пепельные ветры сюда не долетают. Так, подождите, а как туда идти? Ну, предположим, спрыгивать надо. Но как-то неудобно это сделано. Может, здесь есть спуск? Так, что тут происходит? Ты, что ли? Хе-хе. Жуки проклятые. Ну, что-то есть тут у нас. Ингредиенты. О. Спасибо, пожалуйста. Факелы. Так, хижина Лориса Сирина. О, ты смотри, какой Лорис Сирин. Чем мы тут питаемся? Крысиным мясом. И как? Мясо к вам и тоже есть в рационе. Так, ты кто? Монах. А что ты можешь? Ух ты, как дорого стоит. Научиться скрытности, потому что у меня на 92 она прокачана. Но он нам ничего не говорит интересного.
Про шлендеров даже что-то заикается. По идее, тебе они не должны быть особо интересны. Они же в Ну, хотя, наверное, на континенте тоже есть какие-то шлендеры, да? А я тут где-то был уже? Нет, тут я не был, похоже. Ну, интересная хижина, да, у него там? Так, ну на самом деле, знаете, я боюсь, если я пойду по этому мосту, то я уже совсем отклонюсь от курса, так что буду возвращаться. Интересно было тут побывать, но надо и честь знать. Ну хотя, может быть... Ой, стоит спуститься туда. Если спуститься, то это, в принципе, ведет все довольно-таки даже на восток. На север. Давайте попробуем. Только это, конечно, надо еще как-то умудриться. У меня есть амулет замедленного падения. Амулет снегопада, как я сначала прочитал, когда только его получил еще. Но... Вообще, на самом деле, уже соскучился по всем этим начальным уровням. Ой, начальным уровням. Ну, по ванильным всяким местам. Уи! О! Эй! Длительность действия оставляет желать лучшего, по-моему. Надо его применять уже ближе к концу падения свободного. Так, интересные места. Тут дерево какое-то. Это что? Манус Дипат Майн. Какая-то шахта. Так. Мне, значит, нужно... Да в смысле? Шанс 95%, то, конечно, ты его проваливаешь. О, тут у нас эбонит. Эбонит тяжелый, не хочу его таскать. О, тут даже вот так вот. Стража и ребята. Так, мой трейд. Ну, похоже, тут все в порядке у ребят, да? Вот это круто. Нужна кирка. Ладно, надо идти дальше. Шахты и бониты, это, конечно, интересно, но... У нас еще больше интересных вещей впереди. Кстати, ХП восстанавливается, по-моему, да? Ну-ка. 83. Еще какая-то кровля торчит острая. Хе-хе-хе. Бедные, бедные никсгончие. Слишком тупые, чтобы пытаться обойти камень, в который они утыкаются. Так, где я очутился? Мне вообще сюда надо. Сайлен. Какое-то поселение тоже. А это что у нас? Пшеница. Педивурская какая-то башня. Дверь в подвал. О, это прям как маяк в Сейданине. О! Алхимик. А, посетитель. Ты пришел поговорить или какие-то товары хочешь
получить мои. Так, живу здесь в одиночестве, в этой одинокой башне сейчас. Всякие экономические эксперименты, читаю книги, которые я насобирала. О, смотрите, есть шелк дайдровский. Александрит всякие, классные штуки. Но мне особо это не надо, ничего. Уже я приобрел, что мне хотелось. А в подвале что? Так, у меня не забиндено отмычек на быстрые слоты, так что надо... Так. Ну, давайте такую, чтоб долго не ковыряться. Breakout. Можно выучить заклинание, но ты не можешь это сделать. Слишком тупой. Тишина. О, ну, хоть что-то. Интересную жизнь мы тут ведем одинокую, да? Так. А это что за поселение? Думаю, стоит сходить. Какой-то особняк или поместье, скорее всего, судя по рабам, по этим всем. Не говори со мной, я должен работать. А я потопчу немного тут ваши пшеничные поля. Ну ничего. Плантация, да. Довольно много тут домов рабских всяких. Так, отстань. А слухи какие? Некоторые говорят, что Джакита и Синла были спасены аболиционистами. Все, что я знаю, они просто исчезли. Угу, исчезнувшие рабы. Стража Индарил. Мы уже все ближе к северным землям Тилвани. Скоро эти ребята в своих экзотических доспехах перестанут появляться, и будут появляться другие ребята в других экзотических доспехах. Да, довольно много тут всего у вас. А почему тут никого нет? Так и должно быть. Ха. Так вообще же никого нет. Вампиры Лякского залива. Сколько тут этажей? Ну, с ума сойти. О! Ну, хоть кто-то где-то. Ну, может, там еще, конечно, есть какие-нибудь ребятки. Есть здесь просто страж, говорит. Блин, падать больно, надо спускаться так. Быстро, быстро. Горы возвышаются. Ну, тут такие перепады местности довольно резкие, по-моему. А вот, да, особняк. Так, это панцирь краба, щит, высушить магию. Ножи какие-то. Стража ножи стережет. О, какие тут катакомбы-то прям. Здорово. Я какой-то содержатель Эндарил, Мансервант, Дриллома и Тирана. Я слежу за тем, что мастеру было хорошо, и чтобы он был накормлен. Даже в его печали. Дриллом и Тиран.
Он мастер Индерил, который владеет этой плантацией. Его сын управляет шахтой в Хлерсисе по его приказаниям. Что там с ним случилось? Про это могу говорить только с другом. Так. Ну, я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, квест, но черт с ним. Так, ну тут кухня у нас. Пожалуй, и не хочу я даже преследовать такой цели, чтобы выполнить каждый просто квест здесь. Ой, что это? Где это я? Чердак. Ну, тут ничего нет. Так, а как я тут оказался вообще? А, ну ладно, черт с вами. Короче, давайте идти дальше. Я на самом деле не знаю теперь, смогу ли я пройти куда я хочу. А, ну вот сейчас я вообще иду на юг. А мне надо туда. Вот туда. Нефаланские равнины какие-то. Вон еще дома на деревьях, ну надо же. Куда ни глянь, везде что-то интересное тут. В окрестностях Акаморы. Ха-ха. Ну. А зайти-то как сюда? Как-то так, да, наверное? Сложно. Ладно. 1-0 в пользу Холмса. Ну тут явно что-то не то с текстурами, опять же. Да, такого быть не должно было, определенно. Кости играли. Ну ничего, ребят, я, может быть, действительно доберусь до того, чтобы пересобрать Моровинд. Я даже не удивлюсь, что на самом деле здесь должны были какие-то персонажи быть, но из-за конфликта текстур, или как это еще назвать, они попросту исчезли. Так, я обычно... Надо бы какие-нибудь вот эти вот расходовать. Давай, иди сюда. Куда ты там ушло, существо? Ай, ладно. А вот больные-то есть у нас. Ну, страдающих мором вроде бы нет. Угу. Единственное, куда я могу пройти, это сюда. Иду на запад. Я надеюсь... Вот, смотрите, листья как падают. Ай, черт. Что ты мне не даешь-то листьями полюбоваться? Не подходи ко мне. О, кончились. Но мясо гончие неплохое. Ух ты, во-во-во, видите? Вот это вот жесть просто. Такие спрайты. Даггерфолом, да? Отдает, по-моему. Миленько. Ну, покуда это ущелье ведет на запад, я не против. Ну,
Ну, в крайнем случае можно взять Силстрайдера или корабль. Вообще-то я должен был искать этих Деэдра-пауков. Идти просто на запад сразу от Акаморы, а я пошел куда-то на северо-запад. Так, тут я смогу подняться, надеюсь. Но пока я, в принципе, держусь нужного курса. Это хорошо, это меня радует. Так, это что здесь у нас? Ну... Что-то нашел. Понятно. Ух ты, смотри, а. Это какая-то засада. Да, эти ребята выглядят... слишком сильными для меня, да? Так, я надеюсь, они сейчас меня не спалят сразу, когда я загружусь. А то придется использовать все свои навыки. А, все, хорошо. Так, а как подняться наверх? Теперь вопрос у меня. Наверное, где-то здесь. Мне кажется, опять перепутал этот куст с коммуникой. Да, я выдыхаюсь. Прям таки выдыхаюсь. А ну как-то тут освещение не очень мне нравится. Я вернулся, грубо говоря, обратно, просто по более высокому уровню местности, но тут, похоже, тоже нет прохода дальше вверх. Такой тупичок многообещающий. Думал, что-то здесь будет, но нет. Попробуем подняться здесь. В крайнем случае, опять же, амулет левитации у нас есть. А в принципе, вроде можно тут, да? Нет? А там? Да, тут проще амулетом воспользоваться, чтобы не мучиться. А, кольцо, да, кольцо. Я уж им недавно пользовался, когда с башни слетал. Но она уже установила заряды как-то само. Хорошее кольцо. Фактически у меня есть бесконечная левитация. А вот куда теперь? Там бандиты, не хочу туда идти. Пойдем сюда. Юго-запад. Да, вот это горы. Это получается вся часть вот эта вот Моровинда, она гористая такая, да? Ух ты, а то ж я даже южнее Акаморы сейчас буду. Ага, где-то за этими скалами фермер тот живет, которого я перепутал как раз с дорогой на восток. Кактусы. Гуар. Дружелюбный.
Похоже на святилище доэдрическое. Ой, ты чё это? Еще и сопротивляется магии моей. С ума сойти. Может быть, здесь где-то живет матка Деэдр пауков? Мне, по идее, ее надо найти. Не нравится мне, как тут потемнело как-то. Неестественно, я бы сказал, не потемнело, а посерело все. Вот это бурелом там, смотрите. С ума сойти. В общем, есть куда еще идти. Ну, давайте заценим. Может, действительно тут находятся эти пауки. Святилище Яншибнаби. Попробуем сделать все аккуратно. Ну, отвернись. Не отвернется, да? А если вызвать кого-нибудь? Может, он его отвлечет? Сам себя убил. Отлично. Ну, это читерские приблуды, конечно, у него. Так, вот сейчас я чуть не спалился. Ну вот. Великий сейф-лоад помогает даже в большем количестве случаев, чем можно себе представить. Все-таки я мастер скрытности. Незачем мне убивать совершенно всех. О, с первого раза. Хорошо. Великолепно. Так, туда я не дотянусь. Но похоже, тут больше никуда не пройти, да, из этой комнатки, да. Ой. Вот теперь пора валить. Ой, что сделали со мной? Отяготили. Так, надо выпить зелье перышка. Не помогает. А если еще одно? Хе-хе-хе. Не ожидали такого хода, а? Псы. Ладно, здесь нет пауков. Двигаем дальше. Ну тут как-то посвободнее уже.
Никакие горы ничего не загораживают. Ну, слева, конечно, загораживают, но мне туда и не надо. Вообще, надо бы пристроиться на ночлег. А то совсем уже темно, да? Ну, пока еще можно поиспользовать еще одно заклинание. Вот это вот. Ау. Наверное, сапоги от этого портятся, да? И что-то мне подсказывает, что я, наверное, не встречу все-таки этих пауков. Я уже далеко слишком отошел от Экоморы. Ориентиры там другие какие-то были. Так, ну представим, что мы вот в этом вот уютненьком месте себе сделали костер и разложили спальный мешок. И давайте, так, 3 плюс 6, 9 часов до 6 утра. Ой. Противный. Вот, уже посветлей, получше. И поужинали жареным алитом. Не знаю, насколько это вкусно, правда. Но вот это выглядит, конечно, впечатляюще, да, скажите? Эти все леса. Мне куда-то туда. Прям больше на Skyrim даже похоже уже. Ой. А, в общем-то, сюда и хотел, ничего страшного. А вот туда я не хочу, оттуда я, наверное, уже не выберусь. Но, видимо, мне не избежать путешествия по этим зарослям. Это ж, можно сказать, джунгли какие-то вообще просто. Настолько густые, что сверху не видно ничего. Сквозь эти кроны. А, тут, однако, есть дорога. Регион священных земель. А. Звучит впечатляюще. Пшеница какая-то дикая растет. В общем, как-то с горем напополам я добираюсь, похоже, до этого города. Пауков не встретил, конечно же. Ага, вот указатель даже есть. Ага, Синур Сайлен. Видимо, из-за проблем с текстурами на остальные нельзя нам посмотреть. Можно даже так. Есть тут, конечно, всякие интересные жуки, стрекозы какие-то агрессивные, крабы. Но основные мои заклятые враги остаются теми же. Никс гончие проклятые, алиты и так далее. Ладно, хоть мне не дано познать боль от скальных наездников. Так, кстати, да, зачем я иду в этот город, чтобы закупить в нем партию этого
Цусимских цветов для гильдии магов. Тель-Мутада, Альт-Басара, Лерис, Некром. Некром там. Басмора какая-то есть. Вон, кстати, один из местных обитателей. Арнада. Что-то среднее между скрибом и муравьем, похоже. И крабом. Съедобные, кстати, они. Так, деревья витают в облаках, но это, ребята, все опять же из-за сборки. На Варденфелле как-то получше с этим. Таких явных не встречается косяков. Видимо, те, кто предлагали вариант такой сборки, не особо путешествовали именно по континентальной части, которую мод привносит. Лишь бы только все моды были вместе. Ну вот, я здесь. Как отсюда пройти в Акамору потом? Непонятно. Привет. Ты, наверное, пилигрим или путешественник, не? Выглядишь незнакомым. А ты кто? Обычнер. Слухи. Это Сиана Андасия в форте Умбермот имеет право судить все наши действия. Она находит наши доблестные обычаи какими-то аморальными и дурацкими. Так, но она предпочитает свои обязанности всяким алкоголем и имперское золото. Эти имперцы все лицемерные, короче, негодяи. Подумай об этом. Они противостоят рабству, но при этом гонят на свободных людей по всему Тамриэлю. Так, Сина Андасия. Имперский офицер в форте Анберох. Так. Компетент. Не очень компетентная, я думаю. Это все не наши проблемы, да? Сайлен. Это мирный город. Мы тут трудимся очень тяжело. По большей части фермеры. И мы благодарны безопасности и порядку, который нам предоставляет Труйнес. Их какой-то храм и Великий дом Эндарил. К счастью, пилигримы проходят здесь довольно часто. По пути к городу предков, которые... Это все нас поддерживает. Ну, с остальным, как бы, Моровиндом знаем, что происходит. Понятно. Что еще ты мне можешь сказать? Слухи мы спросили, совет. Вот такая-то общая информация. Секрет, да, вот. Семья Рурвинов пришла в Сайлен только несколько лет назад. Но их вот этот лорд Делвас уже процветает и имеет большое влияние. Говорят, что Барелдас Рурвин был когда-то ординатором таким известным в Альмалексии. Боролся против преступности, охотился на еретиков и все такое. Но он решил уйти в отставку сюда, в Сайлен, и восстановить и привести в порядок старую вальденскую шахту. Яичную. Ваденов, наверное, тоже семья какая-то. Недавно вышедшая замуж какая-то там молодая благородная женщина из Альмалексии. Он поженился на ней. Так, его дочь Supervises что-то там, в общем, управляет этой шахтой. Ну, какой-то тут шишка у нас, ординатор бывший живет. Что тут еще? Ну, сервис это не так интересно уже. Как и вот это. Вот, дамы и господа, давайте я, пожалуй, на этом пока закруглюсь. Эту серию отведем чисто путешествию.
исследованию. Вот, а в следующий уже посмотрим, что в этом городке можно сделать. Найдем эти цусимские цветы, и потом будем держать путь назад в Акамору. Вот, постараемся по пути найти этих пауков, ну, либо уже как-нибудь потом. Вот, на этом спасибо, что были со мной. Это был Сэр Холмс, канал Благородных Сэров. Всем спасибо, всем пока.